Приветствую вас, дорогие зрители моего канала. Сегодня на примере древнего города Сагаласас я вам покажу, как коммерциализация туризма, а также современная политика заставляет историков и археологов натягивать античную сову на римский глобус. Этот город имеет более чем 8000-летнюю историю, уходящую корнями еще в ранний бронзовый век. Бельгийская археологическая миссия под руководством Марка Велкенерса, эксклюзивно занимающаяся раскопками на территории древнего города, выдвигают гипотезу, что Сагаласа сможет быть отождествлен с городом Саваласа, помянутым в хетских архивах в XIII веке до нашей эры. Этот город был один из очагов сопротивления западных регионов Анатолии и государства Арцава хетской экспансии. Если это так, то уже в бронзовом веке это был важный региональный центр. Город являлся самым крупным, самым богатым и самым населенным городом Писидии. Сами же писидийцы являлись лувийским народом, родственным хеттам, ликийцам и лидийцам. Однако об этих 6000 лет до завоевания города Александром Македонским просто какой-то заговор молчания. Если вы откроете любой сайт в интернете про город Сагаласас, вся история его начинается с фразы «В 333 году до нашей эры город был завоеван Александром Македонским». И даже после этого на 300 лет снова молчок. То есть как бы не было эллинизации при Александре, не было эллинизации при селевкидах, а если была, то она была только для специалистов. И информацию о ней вы сможете найти только в узкоспециализированных изданиях. Про эту тайную историю древнего города, придавленную сверху римскими кирпичами и римским бетоном, да и не только римским, а еще и современным, вам не расскажет ни один гид. Ну а я по мере сил попробую. И вместе с вами мы постараемся отыскать следы античных цивилизаций, предшествующих Риму. И начнем мы сразу с огромного помещения слева от входа, так называемых римских терм. Честно говоря, кроме римских кирпичей, да еще на современном растворе, ничто не напоминает ни одной римской термы, которую я видел ранее. Как и, конечно же, вот эти вот нагромождения плинфы, каких-то больших кирпичей, которые я первый раз вижу. Здесь обратите внимание, что какие-то длинные такие постаменты, закрыты геотекстилем и сверху залиты бетоном. Видимо, под этим бетоном какие-то не вписывающиеся в римскую концепцию артефакты. И вот мы входим в центральный зал терм, так называемый тепидарий. Да, он должен быть большим, но не настолько, это полстадиона здесь. Каким образом его он отапливался, если под ним нет ни гиппокауста, ни стены не сделаны обогреваемые? Вообще-то температура в Сагаласасе даже летом не очень высокая. А зимой так и здесь постоянный снежный покров, поэтому отапливать такое огромное помещение это просто нереально. Более того, каким образом был перекрыт этот тепидарий сверху? Должен быть купол, но какие же должны быть колоссальные арки, которые должны были проходить дугой через все это пространство. Также обратите внимание, что задние стенки этих пилонов, что ли, да, они все неровные, то есть они явно продолжались в сторону от центра этого помещения. И потом они были просто срезаны, и из обломков этих камней были сделаны какие-то бессмысленные перегородки. Ну и здесь присутствует масса других свидетельств не римского происхождения. Вот смотрите, полигональная кладка, которую римляне не умели просто делать. Или следы высокопроизводительного инструмента по камню, который оставлял вот такие вот параллельные борозды на нем. Как будто современный отбойный молоток. Также удивляет отсутствие каких-либо входов в помещение, примыкающее к этим пилонам. Вот это вот, да, какая-то есть здесь типа ниши, вот, с небольшим фонтанчиком. Ну а дальше везде стоят перегородки из плинфы. И вот здесь вот обнаружились еще несколько очень интересных артефактов. Это скобы, вбитые в тело мрамора, и они изготовлены из очень некачественного металла. Обратите внимание, они не идут ни в какое сравнение со скобами, которые скрепляли настоящие античные блоки из мрамора. А эти выполняли роль креплений для облицовочных плит. Ну, в общем, никак это не тянет на огромную такую римскую терму. Это больше похоже на какую-то рыночную площадь типа агоры, но крытым
сплошной крышей такое помещение быть не могло. И еще и таким, чтобы держать температуру. Если бы это было так, то слава об этих банях шла бы по всему античному миру и наверняка осталась где-нибудь в истории. А вот здесь вот археологи оставили на виду то, что они закрыли геотекстилем и залили сверху бетоном на входе. Конечно, здесь не обошлось без вездесущих византийцев, но техника выполнения и качество этого антаблемента находятся просто на недосягаемой для римлян высоте. А вот эти вот сооружения, которые находятся за тем объектом, который мы смотрели в начале, очень даже подходят и по размеру, и по количеству помещений под римские термы. Правда, там отсутствует обязательный в этом случае бассейн, но, может быть, его просто не откопали. Вот здесь, справа от дороги, находится второй театр. Его видно по такому полукругу с видом на горы и на всю долину, и на Нижнюю гору. Вот. О нем мало что говорят, мало что известно. Вот он на склоне. И его не откапывают, так как, по всей видимости, он был построен раньше римлян и сегодня не вписывается в общий тренд. Ниже этого античного амфитеатра располагается так называемый Нижний город, где вот видно его агору. И от агоры вниз спускается широкая лестница, которая ведет к храму Антонина и Адриана. Так назвали вот эту кучу битых камней в конце этой дороги на вершине небольшого холма. Так ли это на самом деле? Да бог его знает. Но агора сама и вот эта лестница вниз к храму довольно так сделаны монументально, со вкусом и весьма впечатляет неискушенного зрителя. А выше агоры Нижнего города расположен второй по размеру и значимости фонтан города Сагаласас. Догадайтесь с 3 раз, чьим именем он был назван. Правильно, конечно же, Адриан. И здесь мы сталкиваемся вообще с удивительной несуразицей. Историки здесь на голубом глазу предлагают нам поверить, что на вот этих тоненьких тумбах и 20-сантиметровой стенки облицовочных плит стояло сверху 18 метров и 1000 тонн мрамора. Нет, ну дурацкую попытку лизнуть императору и чем-то отличиться перед ним никто не отменял. Поэтому взгромоздить все это на античное основание им, может быть, и удалось, но явно эта конструкция не пережила первого же слабого толчка. О большой разнице свидетельствует, во-первых, изображение древнегреческих нимф и древнегреческих богов, которых, в общем-то, не очень-то и почитали римляне. Они вообще не особо были богобоязненные и религиозные. Ну и также свидетельствуют вот эти пальметы по карнизу сверху. Они эллинские, не древнеримские. Согласно древнеримскому канону, кончики листьев пальметы должны быть загнуты вверх. Ну и в пользу антички, помимо качества, свидетельствуют еще и следы выбивания скоб из конструкции, которые стягивали эти каменные блоки между собой. При этом на других римских строениях здесь таких следов нету. Это признак именно античной конструкции. Скорее всего, фонтан подвергался сначала восстановлению, а потом неоднократным перестройкам. Потому что, как вы видите, ступени все разные, собранные из различных других, видимо, строений. Ну и даже еще между ними щели замазаны современным белым раствором свежим. То есть, сказал заказчик сделать римский фонтан, и реставраторы его исполнили. Я совершенно не против римского искусства и римской архитектуры, но в пояснительных стендах нужно писать, что фонтан был восстановлен из старого античного фонтана эллинского или более раннего периода. Объяснять, что эти кривые надписи сделаны позже. А кто на самом деле изготовил эти фронтоны, доподлинно неизвестно. Иногда вроде бы уже и деваться некуда, нужно писать правду, но все равно выкручивается, как, например, вот с этим вот монументом древнегреческой богини удачи Тихе. Авторы путеводителя на голубом глазу пишут, что эта беседка со статуей внутри была возведена в 1 веке нашей эры. Ну скажите на милость, зачем древним римлянам, у которых была своя богиня Фортуна, воздвигать святилище богини покоренного народа? Да еще в честь 150-летия оккупации, да? Ну очень оригинальная идея. Очень хорошо прослеживается разность в технологиях и культурах на вот этом кладбище неопознанных архитектурных трупов. Здесь полный микс из римских традиций, из эллинистических и еще бог весть каких. Кстати, вот римская пальметта. Видите, кончики листьев направлены, загнуты вверх. А вот на следующем экземпляре
Отчетливо виден культ Диониса. Вот он. Видите, четко проработанные виноградные грозди, да еще и какого качества. Скорее всего, это наследие селевкидов. А если хорошо поискать, то можно найти персидское наследие. Ведь Писидия до Александра Македонского являлась частью Персидской империи, ахеменидов. И вот, глядя на весь этот жуткий катаклизм, я пришел к выводу, что вот это упорное умалчивание об эллинизме, о селевкидах, о влиянии греческой культуры на архитектуру и культуру Малой Азии, оно определенно связано с непростыми отношениями между Грецией и Турцией. Своего рода культура отмены. Но так и хочется спросить, а при чем здесь туристы, которые платят немалые деньги за посещение этих достопримечательностей, и которым хотелось бы знать истинную историю этих мест, а не политическую? Искренне хочется, чтобы политика не обесценивала этот колоссальный труд по раскопкам, благоустройству и сохранению в отличном состоянии этих фантастически красивых руин древних городов. Ну а мы давайте осмотрим скальные гробницы. Обратите внимание, стена, в которой они выбиты, и носит явные признаки того, что она была выровнена искусственно. Сравните с окружающими скалами. То есть место сознательно было сделано безопасным для посещения и для работы. Точно так же это выглядит и в Термесосе. В прошлом фильме я обращал внимание на это. Издалека могилы выглядят точно так же, как в Термесосе, но есть один нюанс и очень значительный. То есть здесь гораздо больше маленьких аркосолиев, и это не детские могилы, а места хранения так называемых ассуариев, то есть таких каменных маленьких сундуков с пеплом после кремации. Выглядит он примерно так. Размеры этого 90 на 60 на 40 сантиметров. И обратите внимание, нигде на этих скальных гробницах нет изображения щитов, хотя есть изображение быков. Наверное, самого распространенного символа от Рима до Индии. Кстати, не везде в ассуариях хранился пепел. Иногда туда складывали кости, оставшиеся после разложения тела в саркофагах. Но мы проходим дальше и идем отыскивать античку на месте бывшего стадиона. Честно говоря, на остатки стадиона все, что здесь есть, мало тянет и вообще близко даже не похоже. А вот сохранилась стена, которую потом перестроили в базилику и вот сейчас откапывают. И что мы здесь видим? Мы видим здесь великолепную античную работу с мегалитов, с нулевым зазором. Она вот белая вся, потому что она была под засыпом, который похоронил под собой почти весь Сагаласос, но он не такой высокий, где-то 1,20 до 2 метров. Также на этой стене нет следов пересборки, швы очень-очень плотные, но где-то они чуть-чуть разошлись от землетрясений, но это сухая кладка без растворов. И вот здесь вот мы видим опять мой любимый инструмент, который римляне не принимали. Они уже вовсю лупили бучардами, выравнивая поверхности. А вот этот широкий мелкозубчатый инструмент был почему-то забыт до самой эпохи Возрождения. Но там он стал в 3 раза уже и в основном стал применяться только скульпторами. И здесь мне пришлось отойти подальше, чтобы сделать более крупный снимок на фотоаппарат этих ликов на фронтоне. И здесь мы видим целый пантеон древнегреческих богов. Зевса, Посейдона, Афины, Аполлона. Но не поклонялись уже римляне древнегреческим богам. Они их уважали, но у них были и свои, и заимствованные еще и чужие, на вроде Митры. И опять же, ну какой смысл это городить? Для кого? Для покоренного народа? Ну и наверху тут уже косяк реставраторов, то есть вот блоки под изображением ликов, а они перевернуты кверх ногами. По складке и по размерам это напоминает еще одно здание, которое стоит неподалеку от Хераона. Опять же, это все называется, естественно, храмом, хотя на храм это мало похоже, так как стоит, как говорится, к лесу передом, а лицом на север. Хотя входом должно встречать лучи восходящего солнца на востоке. Ну и вид его, конечно, так себе. Ну, то есть римский. То есть, потому как сложены блоки, вроде пытались тоже сделать сухую кладку, но подогнать толком не смогли, и получилось, как оно и получилось. Кое-где плинфой подперли.
Но если спуститься вот в это место, то мы опять-таки обнаружим родную античную базу. То есть классический стилобат, классические мегалиты, нулевой зазор, боссы. И посмотрите, как стена подогнана к основанию этого строения. То есть под каждую ступеньку, под каждый выступ плинтуса вырублено, выстругано, все выработано в камне, все как надо. То есть здесь и мышь не проскочит, в отличие от другой кладки, конечно. Все блоки разного размера, но они настолько тщательно подогнаны друг к другу, что кажутся монолитом. И опять они сплошь покрыты следами античного инструмента, этой античной троянки широкой. И это одно из доказательств, конкретных доказательств неримского происхождения этих каменных изделий. А вот эта римская стена, это сразу видно по внешнему виду и по способу обработки камня. Вот они подравнивали, видите, киркой античные блоки по размеру, чтобы более-менее выровнять стену. Ну и вставляли здесь и куски плинфы, чтобы их выровнять, и блоки как попало. И вот к вопросу профессионализма их строителей, то есть вот на вложении видно, как античная стена встраивается в античный стилобат и первый ряд блоков строения, а на основном экране видно, как это делали римляне. То есть тут не то, что мышь, тут крыса размером с собаку пролезет, что в общем-то потом и привело к чуме в ранневизантийский период. Ну а с передней части этого строения тут уже вообще полная деградация и мусорная кладка. Этим людям уже было абсолютно наплевать на эстетику, они не хотели вырубать новые блоки из мрамора в горах, и постепенно вся эта красота разрушалась, ее пытались как-то восстанавливать, но в основном после последнего землетрясения в V веке люди одичали настолько, что город до такой степени зарос мусором и человеческим дерьмом, что все это начали сносить в бани, складировать там, посыпать известью и делать из этого удобрения. Наверное, поэтому там самый высокий культурный слой. Ну и как следствие крысы, чума, после которой город уже не оправился. Ну а мы сейчас перейдем к еще одному творению одной великой цивилизации, про которую также умалчивают все историки, рассказывающие о городе Сагаласас. Вернее, даже не о самой цивилизации, а о влиянии этой цивилизации на культуру и образ жизни жителей этого города. Это так называемый Хираон, построенный практически над самым красивым местом Сагаласаса. Согласно надписям на табличке перед ним, эта штука построена в честь неизвестного юноши в первом веке нашей эры. К такому заключению они пришли только потому, что нашли в развалинах этого здания голову статуи, посвященную какому-то юноше. Никаких других надписей на здании обнаружено не было, во что я совершенно не верю, так как тщеславные римляне строчили свои кривые надписи везде, где нужно и не нужно. Причем статуя носолобого существа, чего римляне никогда не делали. Но и само сооружение в архитектурном плане абсолютно идентичен вот этому, уворованному из Ксантоса англичанами монументу Нереид. Да, он, конечно, поменьше размером, потому что монумент Нереид был все-таки построен для короля. Но обратите внимание, та же тема девушек, танцующие вокруг могилы, и высоченный постамент, заимствованный из персидской культуры. Однако разница в датировках у них аж 6 веков. Забавно, не правда ли? А я, мне кажется, могу объяснить, почему так. Потому что датировка памятника Нереид была произведена в 19 веке, а принцип римского приоритета в реставрации, он сегодняшнего дня. Хотя римляне здесь занимались в основном только переделкой, и как написано в стенде, в IV веке его вообще сделали оборонительной башней и частью укреплений. Тут все сразу видно и понятно. А вот эта вот колонна стоит, она с интазиса. И это опять не римское изделие. Римские колонны, они как пушки, ровные. И тем не менее на ней выбита римская конфетка, причем со сбитой надписью. Если вы обратили внимание, монумент весь светлый, то есть это означает то, что он был похоронен под засыпом. И это действительно так. Бельгийские археологи восстановили его по скобам и по вот этим местам, где эти скобы были выбиты. То есть они совместили эти ямки, блоки друг против друга и установили их на свои места. Работа, конечно, проделана титаническая, и им большое за это спасибо. Но с датировкой у них явная проблема.
А вот с датировкой вот этого Блюфтерия римским периодом у меня тоже нет никаких сомнений. Римляне не стали гоняться за круглой формой и приспособили развалины бывшего здания, сделав Блюфтерий зал заседаний просто квадратным. Видимо, они посчитали, что восстанавливать античный, развалины которого я вам мельком показал ранее, выйдет им дороже и дольше. Я его подсветил на этом макете города. И вот если посмотреть, какой огромный был город, и то, что от него осталось, это, конечно, удручает. Понятно, что все восстанавливать нет никакого резона. Для туристов это было бы слишком, а для государства это было бы очень дорого. Поэтому мы здесь имеем то, что имеем. Очень маленький участок, зато инстаграмный и фотогеничный. А что еще нужно современному, мало соображающему в древней истории туристу? Давайте и мы спустимся и сделаем несколько фоточек. Заодно и посмотрим, как здесь дела с античкой. Фонтан действительно великолепен. Спасибо археологам и реставраторам, которые воскресили это чудо света. Фонтан является одним из 4 действующих древних фонтанов в мире. Один не менее прекрасный мы уже с вами видели в Кибире, второй вот этот, и третий мы увидим чуть дальше. Он состоит из 2 четырехколонных выдающихся вперед портиков по краям и 4 двухколонных в середине. А вот так надо стараться не попадать в кадр оператору, снимающему видео на исторические темы. Вопрос этот действительно актуален. Я потратил минут 40, пока одной молодой особе не надоело фотографировать свои силиконовые губы на фоне римского шедевра. Берите пример с моей жены. Фонтан является римской классикой, но однако в нем тоже применялись уцелевшие элементы от более древних цивилизаций. Например, часть оригинальных колонн имеет энтазис, такую слегка искривленную бочкообразную форму, в отличие от вот этих 2 высоких по краям, стройных как пушки. Римляне не заморачивались оптическими иллюзиями, зато умели хорошо городить такие вот каменные кружева и пирожные поверх зданий. Напоминает Афродисиас. На каждом из 4 фронтонов изображение медузы Горгоны. Именно римляне переосмыслили эту легенду и сделали из чудовища символ непокорности. И так бы я ушел, уверенный, что фонтан римляне построили с нуля, если бы не вот это. Справа от фонтана расположен безымянный подземный ход длиной более 30 метров, ведущий вглубь склона горы. Высота его в начале где-то 1,40 м, и далее она сужается. Пол мокрый и скользкий, и идти в 3 погибели там согнувшись, это очень и очень тяжело. В конце концов ты упираешься вот в лестницу, которая просто приближается к потолку, и за ней этот ход становится еще более узким. То есть подъем очень незначительный потолка по сравнению с лестницей. И там таких перехода еще 2, и далее обвал. А историки говорят, что это был ход для чистки фонтана. Ну бред. Слишком жирно было бы для рабов-ассенизаторов делать такой шикарный монументальный ход. Да и продолжается он дальше фонтана метров на 30. Такие ходы монументальные ведут обычно к серьезным объектам, вроде дворцов, подземных укрытий или к древним захоронениям каких-то важных особ. И, в общем-то, догадка моя подтвердилась. Выше Нимфеума располагалась улица Некрополь с несколькими монументальными захоронениями. Вот здесь я выделил некрополь, а стрелочкой указал место входа в подземелье. И вот этот Гераон, о котором я рассказывал, он как раз и был первым захоронением на этой улице мертвых. Кое-как выбравшись из этого места, я решил прочитать, что же нам расскажут про него историки. Однако на стенде ничего конкретного про него не говорилось, кроме его длины в 30 метров и шириной в 1 метр. Также там говорилось, что он настолько качественно и прочно сделан, что лазить в нем может кто угодно и сколько угодно. Как я уже говорил, я готовлю фильм по гробницам, и у меня скачано очень много научных статей на эту тему. Так вот, во время монтажа этого видео я увидел знакомую картинку, вот эту. То есть вот этот подземный ход в разрезе. И он мне напомнил работу английских ученых Донны Курц и Джона Бортмана. В их работе есть иллюстрация с очень похожим подземным ходом, который ведет к гробнице.
Она расположена в городке Белеве возле Эфеса. Если кто-то там был, пожалуйста, напишите, что же там внутри находится. И похож ли подземный ход на изображении в книге на подземный ход в Сагаласосе? Но я думаю, бельгийцы, ведущие раскопки, своего не упустят и раскопают все до конца. Только вот интересно, каким образом они свяжут этот античный подземный ход с Римом. Но я думаю, что-нибудь они придумают, не впервой. Вот видите, сразу над нимфеумом Антонина, кстати, он так называется, идет первая терраса, и вот как раз там располагался северный некрополь, под который и ведет этот подземный ход. Ну а мы спустимся на одну террасу ниже и зайдем и осмотрим вторую агору, примерно такого же размера, но она кардинально отличается от верхней. Посмотрите. Внешне все вроде то же самое, но есть нюансы. Первый нюанс – это вот эта канавка, сделанная по всему краю, по всему периметру агоры. Качество ее великолепное, везде соблюдается радиус, ширина, плиты стоят с нулевым зазором. В общем, сделано очень и очень хорошо. На верхней агоре ничего подобного нет и в помине. Плиты агоры очень хорошо уложены. В середине стоит, видимо, стояла ротонда. А может, это был такой же фонтан, как в Кибире. Но факт тот, что она изначально стояла на этой площади. Это видно по плитам, которые обрезаны по радиусу первой ступени ротонды. Если бы фундамент ротонды делался позже, его бы просто положили поверх плит и не стали заморачиваться с вырезом. Тем более, если бы ее строили предельно рациональные римляне. Эти водостоки служили для отвода воды, стекающей с крыш торговых лавок, расположенных по периметру торговой площади Агоры. Так как сам пол Агоры расположен ниже окружающего ландшафта, то была вероятность его затопления и превращения в большую лужу. Ну и излишний сбор воды на такой площади и просачивание ее через швы могло привести к перенасыщению площади водой и оползню. Поэтому везде сделаны канавки и вот такие сливы в канализацию. А вот сверху уже сделана дополнительная канавка. Вот она, которая идет параллельно основной, и сделана она довольно грубо и примитивно киркой. Также она идет по левой стороне агоры. Это свидетельствует о том, что по левой стороне и сверху было гораздо больше крытых площадей, с которых стекали большие массы воды. И я абсолютно уверен, что эту дополнительную канавку сделали римляне, а нижняя агора, судя по качеству исполнения, принадлежит более раннему периоду, скорее всего эллинскому или еще раньше. Но никак даже не византийцы, потому что при них город превратился вообще в одну огромную помойку. Видимо, они были заняты только тем, что набивали везде крестики и пережигали древние шедевры, скульптуры на известь. И еще они могли строить вот такое вот, как я его называю, византийское порно, которое так любят показывать туристам гиды. А у нас осталось еще три очень интересных достопримечательности, которые мы должны успеть до дождя осмотреть. Это абсолютно античная библиотека, еще один действующий фонтан и театр. Первым по ходу дела стоит так называемый фонтан в дорическом стиле. Почему именно в стиле, непонятно. Звучит так, как будто бы римляне вдруг внезапно озаботились построить фонтан по чуждым для них древнегреческим канонам. Тогда каков был их побудительный мотив? А вот то, что он использовался как прачечная, в этом я абсолютно уверен. Потому что как раз в духе римлян сказать, нефиг тут трясти своими грязными вшивыми тряпками на фоне нашей имперской красоты. Идите вон на окраину, у вас есть там старый фонтан, там и стирайте. То, что здесь была прачечная, написано вот в этом стенде. Я, конечно, никаких следов стирки белья там не обнаружен, но их теория прекрасно ложится в мою теорию античного происхождения этого фонтана. Давайте осмотрим его поближе. Здесь применена классическая писидийская кладка. В фонтан поступает чистейшая вода, набросана монеток. Вот. Но кладка, она местами полигональная еще. Видите? Подогнана очень хорошо блоки друг к другу. И если есть где следы раствора, то это только результат реставрации. Кладка явно древняя, отнюдь не римская. Блоки бассейна обработаны моим любимым инструментом, который римляне не применяли. Они выравнивали блоки бучардой,
который оставляет характерную такую шершавую поверхность без зубчиков. И она кардинально отличается от вот такой вот античной. А римляне здесь все посадили бы на раствор, объясняя это необходимостью гидроизоляции и устранения протечек. Также, если посмотреть на антаблементы, то это классика дорического ордена, древнегреческого стиля. Ну и обратите внимание на толстенные перекрытия потолков галерей. Разве для прачечной стали бы так заморачиваться? Им хватило бы навеса с черепицы. Обратите внимание на слитные фризы и антаблементы поверх колонн. Это классика Древней Греции и эллинизма. И они кардинально отличаются от пышных пирожных, которые любили водружать поверх колонн римляне. И вот еще что я заметил внутри вот этих вот венков. Здесь было изображение какого-то человека, а вот на другой стороне есть такой же венок с буквой «Л» внутри. Я не думаю, что здесь попытались увековечить имя спартанского царя Леонида, но вот мать Диадоха Селевка Никатора звали Лаодикея. Вы, наверное, заметили, что в Малой Азии целая куча городов с именами Александрия, Лаодикея и Селевкия. А теперь давайте заглянем вовнутрь библиотеки римской, которой нет сомнения, что она римская, потому что здесь огромные кривые мозаики из крупной смальты. Хотя также видно, что она собрана и из античных блоков, и из римских, и свежеколотых, в общем, из всего, что было. В этот день, согласно непредсказуемому расписанию турецких музеев, вход в библиотеку был закрыт, и мне пришлось просовывать камеру между решеток окон, чтобы заснять ее внутреннее убранство. Но ничего примечательного я там не увидел. Здесь обычный микс из античных камней, византийской мусорной кладки и римской плинфы. Но это и не мудрено, так как она дважды горела, причем один раз даже с человеческими жертвами, и вследствие этого неоднократно перестраивалась. В общем, ничего интересного. Ну а я, услышав раскаты грома, поспешил было к самому удаленному инфраструктурному объекту города, к театру. Но увидев над ним вот такую вот картину, я что-то стал опасаться получить в лоб молнией на мокрых камнях и принял правильное решение рассказать вам о нем, используя другие материалы. Театр обозвали древнеримским, как положено, хотя древнеримского там только попытка его перестройки и расширения. А по факту театр построен по классическим канонам Древней Греции. То есть короткая скена, если продолжить линию оркестры, то она сделает полный круг аккурат перед скеной. А аудитория, зрительный зал, практически 270 градусов занимает, в отличие от 180 градусов в римской традиции. Это очень хорошо видно вот на этой схеме, выполненной польским исследователем Каролем Ланкаронским и опубликованная в его книге «Писидия» во втором томе, еще в XIX веке. И еще очень важное отличие греческих театров от римских. Ступеньки крайних проходов, а аудитории у римлян выходили прямо на скену, а у греков рядом с ней, ближе к оркестре. Как это и отчетливо видно на театре Сагаласоса. Ну и сама схема узкая, в один этаж, с 5 проходами, воротами, расширяющимися к низу. Это все древняя классика. В общем, все, что здесь построили римляне, они построили на более древней античной базе и с использованием в большинстве случаев античных же материалов, уцелевших после природных катаклизмов и военных разрушений. И вот спускаясь вниз, я снова размышлял о том, ну зачем и с какой целью скрывать эллинское и древнегреческое происхождение 90% всех городов Малой Азии. Зачем продолжать укреплять людей в их незнании и невежестве? Ведь не зря же говорят, что если плевать на историю, то история может ответить тем же. Я понимаю, копать меньше, деньги те же, сохран лучше, но ведь сюда приходят люди еще и увлеченные историей и много чего знающие. Неужели хотя бы для них нельзя написать, что да, это построение римляне, но на базе предыдущей цивилизации, допустим, античной, хетской, персидской или еще какой-то, которую мы не знаем, пока не знаем. Зачем морочить людям голову за их же деньги, причем немалые? Ну вот пока шел расстроенный, тут кое-что меня порадовало, видите?
Здесь оказались сваленные в кучу блоки с оставшимися следами их карьерной добычи древним высокотехнологичным инструментом, так называемые елочки. И такого инструмента не было ни у римлян, ни у селевкидов, ни у древних греков. Это следы совершенно другой высокоразвитой цивилизации, объяснить которые или повторить пока не берется ни один ученый и ни один инженер. А пока разрешите откланяться и оставить вас в серьезных раздумьях до следующего моего фильма про захоронения на территории Турции, про их типы, который я давно вам обещал. Пока-пока.